Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. So reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti, text number 18. Kunti Uvacha. Kunti Uvacha. Namasye Purusham Dhvajam. Namasye Purusham Tvayam. Ishvaram Prakrite Param. Ishvaram Prakrite Param. Alaksham Sarvabhutanam. Alaksham Sarvabhutanam. Antarbahir Avastitam. Antarbahir Avastitam. Kunti Uvacha. Kunti Uvacha. Namasye Purusham Dhvajam. Namasye Purusham Tvayam. Ishvaram Prakrite Param. Ishvaram Prakrite Param. Alaksham Sarvabhutanam. Alaksham Sarvabhutanam. Antarbahir Avastitam. Antarbahir Avastitam. Kunti Uvача. Kunti Uvacha. Шримати Кунти сказала: Srimad Kunti сказала: Намасье, Намасте, я склоняюсь перед я склоняюсь перед Пурушам, Пурушам, Верховной Личностью, Верховной Личностью, Тва, Ты, Ты, Ариям, Адям, изначальный, Начальник, Ишварам, Ишварам, повелитель, Повелитель, Пракрите, Пракрите, материального космоса, материального космоса, Парам, Парам, за пределами, за пределами, Алакшем, Алашям, невидимый, невидимый, Сарва, Сарва, всем, всем, Бхутанам, Буданам, живым существам, живым существам, Анта, Андра, внутри, внутри, Бхаги, Баги, снаружи, снаружи, Аваститам, Аваститам, существуешь. существуешь. Перевод стиха и комментарий его божественной милости Шримад Прабхупады. Шримати Кунти сказала: «О Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо ты изначальная личность, и на тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Комментарий. Шримати Кунти Деви прекрасно знала, что Кришна, хотя и играет роль ее племянника, является изначальной личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к нему как к изначальному Пуруше, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно. Поэтому в Ведах о нем говорится, как о главном среди всех живых существ. Нитьо нитьянам четанаш четананам. И затем его вновь здесь называют Ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги, как, например, Чандра или Сурья, тоже до некоторой степени Ишвары, но никто из них не является верховным Ишварой, высшим повелителем. Он, Парамешвара, сверхдуша, он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти как ее племянник, он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах. В Бхагавад-гите, 15 глава, 15 стих, Господь говорит: «Я нахожусь в сердце каждого, и только благодаря мне человек помнит, забывает, сознает и так далее. Все веды предназначены для того, чтобы постичь меня, ибо я составитель вед, и я же учитель Веданты». Царица Кунти подтверждает, что, пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь все же остается невидимым. Господь, если можно так сказать, является загадкой для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево Утары,
чтобы спасти плод от действия брахмастры Ашватхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте или он всепроникающий. Фактически, верно и то, и другое, но он оставляет за собой право не раскрывать себя тем, кто не предался ему. Эта оградительная завеса называется энергией Майи, Верховного Господа, и она ставит пределы ограниченному видению мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Yet Kripataraham Bande Shri Gurun Janataranam Vanchakalpatiyuscha Kripasindu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's many points in this verse. В этом стихе много интересных моментов, о которых можно поговорить. First of all, Queen Kunti, she offers obeisances unto Krishna. Прежде всего, Шримати Кунти Деви предлагает поклоны Кришне. And this is actually the duty of all living entities, is to pay obeisances to God. И такова обязанность всех живых существ кланяться, склоняться перед Господом. Because He's the Supreme Personality of God. Потому что Он Верховная Личность Бога. And we are all subordinate to Him. А мы все должны подчиняться Ему. Krishna is the Supreme and we are the subordinate. Кришна, Он Верховный, а мы Его подчиненные. He is the Purusha, He is the enjoyer. Он Пуруша, наслаждающийся. And we are the Prakriti, we're the enjoyed. А мы Пракрити, те, кто предназначены для Его наслаждения. So we are all meant to be enjoyed by Krishna. И все мы предназначены для того, чтобы Кришна мог наслаждаться нами. Sometimes there's a criticism of Krishna, Иногда Кришну критикуют, that he danced with so many gopis in the dead of night, late at night in the forest. что он танцевал со столькими многими гопи во тьме ночи. And some of them were married women. А некоторые из них были замужними женщинами. So when the Christians go to India and preach Christianity, this is one of the criticisms that they bring out. And how can God do things like this? И когда христиане отправляются в Индию, чтобы проповедовать, это один из моментов, в котором они всегда подчеркивают, как это Бог может танцевать с чужими женами. But actually everybody is meant to be enjoyed by Krishna. Но на самом деле все предназначены для того, чтобы Кришна мог наслаждаться ими. All men, all women, everyone is part of Krishna and therefore meant to be enjoyed by Krishna. Все мужчины, все женщины, каждый является частичкой Кришны, поэтому все они предназначены для его наслаждения. So if a man accepts a woman as a wife and simply just tries to enjoy her for sense gratification, he's actually he's a cheater. И если мужчина принимает себе жену и пытается наслаждаться ею просто для собственного чувства наслаждения, то он является обманщиком. Because everyone is meant to be for the pleasure of Krishna. Потому что все предназначены для наслаждения Кришны. So it wasn't immoral on the part of Krishna. И поэтому со стороны Кришны это совсем не было безнравственным. So this is the position of the soul, as we should always be thinking of how to please Krishna. Таково положение души. Мы всегда должны думать, как доставить удовольствие Кришне. And it's a good start to offer obeisances to him. И поэтому хорошее начало – это предлагать поклоны ему. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, Deva Dvija Guru Pragya Pujanam Socham Evacha Brahmacharyam Hingsacha Surira Tapushite. There's 5 austerities of the body. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что существует 5 аскез для тела. And the first austerity of the body is to offer obeisances to God.
Первая аскеза для тела – это предлагать свои поклоны Богу. I remember when I was a young child, about 12 years old, I was a little arrogant. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, мне было около 12 лет, я был немножко высокомерным. And I remember saying, I'll never bow down to anybody. Я помню, я говорил, я никогда никому не буду кланяться. And then Krishna kind of humbled me, Но Кришна меня присмирил, and I bowed down to Krishna и я склонился перед Кришной and Krishna's devotees. и преданными Кришне. So Deva Dvija, Dvija means the Brahmanas, Двиджа означает брахманы, to bow down to the Brahmanas. кланяться брахману. Actually, Krishna, he says that the Brahmanas are his heart. Кришна говорит, что брахманы являются его сердцем. Krishna is very, very pleased with the Brahmanas. Кришна очень-очень доволен брахманами. So David, Dvija, Guru, to bow down, pay obeisances to the Guru И кланяться гуру, and to the saintly persons. святым людям. So bowing down to all these personalities helps us develop humility. И когда мы кланяемся всем этим святым личностям, это помогает нам развить смирение. Just like it's said that if one, upon seeing a sannyasi, does not pay obeisances, then one is supposed to fast for that day. Как говорится, что если в начале дня человек не предложит свои поклоны саньяси, то он должен весь день поститься. So to bow down is very good for the ego. И кланяться – это очень хорошо для эго. Just like in the beginning of our society, Prabhupada was in 26 Second Avenue, and eventually devotees started bowing down to Prabhupada. Как в начале нашего движения, еще на 2-й авеню, номер 26, постепенно преданные начали предлагать свои поклоны Шриле Прабхупаде. But this is not actually our culture. Но это не было в рамках нашей культуры. Nobody bows down to priest or anything. Никто не кланяется даже священнику. It's completely foreign to our culture. В нашей культуре это совершенно чуждо. Here also, right? Здесь тоже так же. Nobody bows down. Никто не кланяется. But upon recognizing the greatness of Prabhupada, many devotees began bowing down to Prabhupada. Но ощутив величие Прабхупады, многие преданные начали кланяться ему. Because they would see him bow down to the picture of his guru. Потому что они видели, как он сам кланяется перед фотографией своего гуру. But some people, they didn't like this bowing down. Но некоторым людям поклоны эти не нравились. And one person even said to Prabhupada, Prabhupada, I mean, I have all honor and respect for you, but I don't agree with this bowing down. И один человек сказал: Прабхупада, я испытываю уважение и почтение к вам, но кланяться мне не нравится. So Prabhupada said, just like you're wondering why people are bowing down to me, other devotees are wondering why you are not bowing down. Так же, как ты удивляешься, почему другие кланяются мне, эти другие люди, они удивляются, почему ты не хочешь кланяться. So then he bowed down. И тогда он тоже поклонился. We have to bow down to develop this humility. Мы должны кланяться, чтобы развить смирение. There was a famous song, Bow Down, Mister. И такая была знаменитая песня «Кланяйся, господин». So this helps us develop humility. Это помогает нам развивать смирение. And humility is actually the crown jewel of devotional service. А смирение – это самая большая драгоценность преданного служения. Krishna is very pleased by humility. Кришна очень доволен, когда мы смиренны. So then Kunti goes on to say that Krishna, he is the original personality of Godhead. Затем Кунти говорит, что Кришна является изначальной личностью Бога. Just like it's stated, Advaitam
Achutam Anadim Anantarupam Ajam Prana Purusam Avayovanamcha Vede Sudurlabam Adurlabam Atma Bhaktam Govindamadi Purusham Tamaham Vijami. Есть этот стих. That Krishna is the Advaitam, he's one without a second. И там говорится, что Кришна является Адвайтом. Он один, и никого другого такого нет. Just like it's explained that there's no one that's equal to Krishna. И говорится, что нет никого равного Кришне. And there's no one that's superior to Krishna. И нет никого выше Кришны. Everyone is subordinate to Krishna. Все ниже его и должны ему подчиняться. This is the position of Krishna. Таково положение Кришны. And Achutam, Krishna, he cannot fall down. И Ачютам, Кришна никогда не может пасть. We as spirit souls, we're of the marginal energy. We can fall down, we can go up or down. Мы обусловленные души, мы относимся к пограничной энергии. Мы можем как возвыситься, так и пасть. Krishna can never become bewildered by the modes of material nature. Но Кришна никогда не бывает сбит с толку гонами материальной природы. Because these modes of nature, they're actually under Krishna's control. Потому что эти гуны природы находятся под контролем Кришны. But someone may say, well, Krishna came to this world and he was engaging in so many activities here, he was fighting and he was having relationships. Кто-то может сказать, что Кришна приходил в этот мир, и он столько разных деяний совершал, он боролся, имел отношения с разными людьми. And so many people thought that he was just an ordinary man. И многие люди думали, что он просто обычный человек. Actually, it's described that just a few people were able to actually understand that Krishna was God. И в действительности говорится, что всего несколько человек были способны понять, что Кришна на самом деле является Богом. Prabhupada gives the example just like sometimes a president may go to a prison to try to help them, speak to them. Прабхупада приводит пример, как президент иногда отправляется в тюрьму и пытается поговорить с заключенными. But he's not a prisoner. Но сам он не является заключенным. He's the president of the country. Он президент этой страны. So just because he goes to the prison doesn't mean he becomes a prisoner. И то, что он отправляется в тюрьму, не означает, что сам он является заключенным. So Krishna, he comes to the material world to help us, but that doesn't mean that he becomes one of us. Кришна приходит в этот материальный мир, чтобы помочь нам, но это не означает, что он становится одним из нас. No, he's the original supreme personality of God. Нет, он изначальная верховная личность Бога. And Ananta Rupam, that his form is unlimited. И он является Ананта-рупом, он обладает бесчисленным количеством различных форм. Just like you know that amazing pastime of Brahma Vimohana Lila. Как это удивительная игра Брахма Вимохана Лила. Krishna was performing his pastimes, and Lord Brahma, he was hearing that this Krishna, he's actually the supreme personality of God. Кришна просто игрался во Вриндаване, а Брахма услышал, что вот этот маленький Кришна, он есть верховная личность Бога. So he wanted to test this position of Krishna. И он захотел проверить положение Кришны. So he stole all the cowherd boys and the calves. И он украл всех мальчиков, пастушков и теля. And he took them away. И увел их. But he wanted to be a little cautious, so he just took them for a short time. Но все-таки он был осторожен, и поэтому ненадолгое время он забрал их. But that short time, just for a moment that he took them, was actually 1 year on this earthly planet. Но то, что было моментом для него на этой планете, за это время прошел целый год. So after he took the cows and the cowherd boys, Krishna, he was searching for the cows and the cowherd boys. И Кришна начал искать мальчиков, пастушков,
и телят, когда он их украл. So immediately he understood Lord Brahma. И он сразу же понял, о, это Господь Брахма. Playing games. Игры играет. So what did Krishna do? И что же сделал Кришна? He manifested all the cowherd boys, he manifested within. He actually expanded himself to the exact replica of the cowherd boys and the calves. Он распространил себя точно такие же формы мальчиков-пастушков и телят. So he expanded himself in this way. Он распространил себя таким образом. And actually the cowherd ladies, they all wanted to have Krishna as their son. А женщины-пастушки, они все мечтали, чтобы Кришна стал их сыном. And all the cowherd girls, they wanted to marry Krishna. А все девушки-пастушки хотели выйти за него замуж. So Krishna, with performing one action, many things are performed. И совершив одно такое деяние, Кришна этим исполнил много разных целей. So during that year, Krishna, in the form of the cowherd boys, he married all the cowherd girls, the young girls. И в течение этого года Кришна женился на всех девушках-пастушках, когда он распространил себя в пастушков. Because as you know, many people, they get married at very young ages. Как вы знаете, многие люди, они женятся очень рано. Sometimes girls actually get married when they're 2 years old. Иногда девочки женятся, когда им всего 2 года, And the boy is 5 years old. а мальчики в 5 лет. Of course, then they live at their homes, but then when they get of age, then they actually live together. Они, конечно, живут в своих домах, но когда они достигают определенного возраста, они начинают жить вместе. If you think about it, it's a very good program. Если вы подумаете об этом, это очень хорошая программа. Because there's an astrological calculation about the boy and the girl. Потому что тогда люди производили астрологические расчеты для мальчиков, для девочек. And they're put together according to that calculation. И они находили совместимые пары в соответствии с этими расчетами. So the girl never has to worry about, who's my husband, who am I going to marry. И девочкам никогда не приходилось волноваться, кто же мой муж, за кого я выйду замуж. And the boy also, he doesn't have to go out hunting to try to, find a girl. И мальчикам не приходилось идти искать себе девушку. Now, throughout the world, it's a big problem. There's so many single women, and they don't have any protection. А сейчас в мире это очень большая проблема. Столько одиноких женщин не имеют защиты. So many single men frustrated. И много одиноких мужчин, которые разочарованы. So it's a very awkward situation in society. Ситуация очень неблагоприятная в обществе. But this Vedic system is actually the solution to that. Но ведическая система дает решение этой проблеме. And mostly, what would happen is the boy would not even see the girl before the marriage. И чаще всего мальчики даже не видели свою будущую жену до свадьбы. So in the West, they would think, oh, this is very unusual. На Западе люди думают, о, нет, I это don't очень even- необычно. I don't even see my wife before I marry her. What is this? Я даже не увижу свою жену до свадьбы, что это такое? But this is the way it is with the other family members. Но это With the other family members. Just like your mother, да, тоже происходило и с другими членами семьи. no one chooses who your mother is going to be. Никто не выбирает свою мать, например. But do you love your mother? Но вы любите свою мать. By higher arrangement, you get a mother. По высшему устройству вы получаете мать, And you get brothers and sisters. братьев, сестер. You don't choose your brothers and Вы не sisters. выбираете себе братьев, сестер. But you develop nice, loving relationship with them. Но вы развиваете с ними хорошие любовные взаимоотношения. Not always, but a lot of times. Не всегда, но в основном. Of course now, because the whole society is topsy-turvy, it's very difficult to have any type of relationship. Ну, конечно, сейчас из-за того, что в обществе царит постоянное беспокойство, очень трудно иметь хорошие отношения с кем-нибудь. So Krishna, in these forms of young boys, he married all the cowherd girls.
И Кришна в форме всех этих молодых мальчиков, он женился на всех девушках-пастушках. And what really amazed them is that they felt the same with these cowherd boys that they felt with Krishna, and they couldn't figure it out. Why do I still feel so good around these people? И все они чувствовали, очень интересно испытывали чувство, почему мы так любим его, как будто это сам Кришна. And the calves also, the mothers of the calves, they were so much more affectionate to these elderly calves than the younger calves. И матери всех телят, они тоже удивлялись, почему они испытывают гораздо большую нежность к этим старшим телятам, чем даже новым маленьким. Because the calves were also Krishna. Потому что телята это тоже был Кришна. Krishna manifests himself in many amazing ways. Кришна проявляет себя в таких удивительных проявлениях. So then Lord Brahma, he came down to see what was happening after he stole them. И затем Господь Брахма, после того, как он их всех украл, пришел посмотреть, что происходит. And then, to his surprise, they were all still there. И к своему удивлению он увидел, что все они там. So he says, what is this? Он подумал, что же это такое. He got bewildered. Он был совершенно сбит с толку. So he went back to Brahmaloka and he found that the cowherd boys and calves were still there. И он пошел на Брахмалоку и увидел, что все телята и пастушки по-прежнему там. So he thought, uh-oh, I'm in trouble. Он подумал, похоже, что я попал в переделку. So then he went back. И он вернулся. And when he went back, then he saw that all the cowherd boys and all the calves, they manifested four-armed forms of Vishnu. И когда он вернулся обратно, он увидел, что все мальчики, пастушки и все телята проявили четырехрукие формы Вишну. So then Lord Brahma, he went to Krishna and he started offering. First he offered obeisance, his four heads touched the ground. И прежде всего он предложил Господу поклоны всеми своими четырьмя головами, приникнув к земле. And then he started offering beautiful prayers to Krishna. Затем он стал возносить прекрасные молитвы Кришне. And in the Nectar Devotions, it said that Krishna, he exhibited his gravity in this exchange. И в Нектаре преданности говорится, что Кришна проявил свою серьезность в этом обмене. Gravity. Какой точный перевод? Sober. In other words, Brahma could not tell if Krishna was pleased or not pleased because he was so sober, he was grave. Он был таким сдержанным и величественным, что Господь Брахма не мог определить, доволен им Кришна или нет. So it's described that he was offering prayers to Krishna with tears in his eyes. И описывается, что он возносил молитвы Кришне со слезами на глазах. So Krishna, he expands himself in many ways. Кришна распространяет себя очень по-разному. It's described that there's as many incarnations of Krishna as there are waves in the ocean. Также говорится, что существует столько различных инкарнаций Господа, сколько волн в океане. So he has unlimited incarnations. Он обладает бесконечным количеством различных инкарнаций. And each incarnation has their own planet. И у каждой инкарнации существует своя собственная планета. Inconceivable. Непостижимая. This is Krishna, he's inconceivable. Это Кришна, он непостижим. But there's one planet, Goloka Vrindavan, which is supreme. Но существует одна планета, Галока Вриндавана, которая выше всех остальных. Just as Krishna is the supreme. Как Кришна, он верховный. Achutam, Anadim, Anantarupam, Adyang Purana. Purana means that Krishna, he is the oldest person. Пурана слово означает, что Кришна является самой старой личностью. So, Navayovanamcha, although he is the oldest person, he appears as a fresh young youth. И хотя он самый старый, он является как молодой юноша. Some religions, they depict God
as being old. Некоторые религии изображают Господа старым. Like he's got a beard and wrinkles and looks like he might need a cane. У него борода, морщины, палка. But no, God is, he's the oldest person, but he looks very young. Но нет, Господь, хотя и является старейшей личностью, выглядит он очень молодым. So then Kunti goes on to say that you are existing both within and without. И затем Кунти говорит, что ты существуешь внутри и вне всего. Just like there's a statement in the Bhagavad Gita by Krishna, that one who sees me within everything and everything within me is known to be a person in transcendental consciousness. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, что тот, кто знает, что я пребываю во всем и все пребывает во мне, является человеком с трансцендентным сознанием. So Krishna is within our heart. Кришна находится в нашем сердце. He is within all living entities. И он внутри всех живых существ. And everything is within Krishna. Все находится в Кришне. So this is another inconceivable aspect of Krishna. Это еще один из непостижимых аспектов Кришны. And then Kunti goes on to say, Jai Shri Gonitai. Kunti goes on to say that you are invisible to everyone. И затем царица Кунти продолжает говорить, что ты невидим ни для кого. So this takes a great deal of faith that we all believe there's Krishna, but we can't see Krishna. И это немножечко подрывает нашу веру, что все мы верим в Него, но не можем Его видеть. So from hearing from a pure devotee of Krishna, we're able to understand Krishna does exist. Но слушая чистых преданных Кришны, мы можем понять, что да, Кришна, Он таков. And from hearing from the Srimad, Bhagavatam, Bhagavad Gita, we're able to understand Krishna does exist. И слушая Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту, мы понимаем, что да, Кришна существует. So it's by hearing that we're able to understand the existence of Krishna. И поэтому через слушание мы можем понять, что Кришна существует. So therefore, Shravanam, hearing, is the most important part of devotional service. И поэтому Шраванам слушание является самой важной частью преданного служения. And even when you're sleeping, your only protection is your sense of hearing. Даже когда вы спите, единственной защитой для вас является ваш слух. Just like I know of one incident of a man, he was in his house, a very wealthy man, millionaire. Я знаю один случай, как один человек, очень богатый, миллионер, находился у себя дома. In the middle of the night, he hears his tape player go off chanting Prabhupada Bhajan. И посреди ночи он слышит, как на его магнитофоне играет запись со Шримой Прабхупадой, как он повторяет. So he got up to turn it off. И он встал, проснулся, чтобы перевернуть эту запись. And he found out that his house was on fire. И увидел, что его дом загорелся. It was like really on fire. Да, пожар уже на самом деле разошелся. So much so that all he could do was grab whatever whatever valuables he could grab, and he left the house, and the whole house just burned up. И он успел только схватить несколько наиболее ценных вещей и выбежать оттуда, и весь дом сгорел. And he told the devotees that that's the first time ever that a Prabhupada bhajan started playing in the middle of the night. Оказывается, этот баджан, он начал неожиданно играть посреди ночи. И этот человек сказал позже, что это был первый раз, когда неожиданно вдруг баджан сам по себе зазвучал среди ночи. So Prabhupada saved him. Прабхупада спас его. And I remember hearing of one incident of a lady who was sleeping in her flat at night. И еще был случай, одна женщина спала у себя в своей квартире. And she heard some noise in the flat. И услышала какой-то шум.
So then she saw her door open, И она увидела, как дверь открылась, and a man was coming in. и зашел человек. So she had a gun under her pillow. И у нее под подушкой был пистолет. And she killed him. Она убила его. So her only protection was the hearing. Ее единственной защитой это был ее слух. Of course, the gun helped a lot also. Конечно, пистолет тоже очень помог. So the hearing is very, very important. Поэтому это чувство, слух, оно очень-очень важное. So by hearing the Vedic literatures, we're also able to be protected from the material nature. И слушая ведическую литературу, мы сможем защититься от материальной природы. So although we're not able to see Krishna with our eyes, we're able to see Krishna through knowledge. И хотя мы не можем увидеть Кришну собственными глазами, мы сможем увидеть его через знание. And this is a big argument amongst the atheists. И среди атеистов постоянные споры идут. Oh, there's a God, so let me see him. Они постоянно оспаривают, да, Бог существует, тогда я хочу увидеть его. Show yourself. Покажи себя. But, so what do we say? А что говорим мы? What do you say? Что вы скажете? Нет таких глаз, чтобы видеть. We don't have eyes to see him. We don't have the eyes to see. Our eyes are impure. Наши Cataracts. Наши глаза нечисты, на них катаракты. So we have to purify the eyes, purify the heart. И мы должны очистить свои глаза, очистить сердце. And another thing we can say is that no one has ever seen the atom. Мы можем также сказать, что никто никогда не видел атом, But still we accept that it exists. но мы все же принимаем, что он существует. Everybody believes there's atoms, Все верят, что есть атомы, but no one has ever seen one. но никто никогда их не видел. Has anybody ever seen a thought? Кто-нибудь когда-нибудь видел мысль? Has anybody ever seen a desire? Кто-нибудь когда-нибудь видел желание? So there's so many things that we don't see, but we know exist. Столько разных вещей, которые мы знаем, что не существует, мы не можем увидеть, но мы знаем, что они существуют. So these things that we know exist, but can't see, are subtle. И эти вещи, о существовании которых мы знаем, но не можем увидеть, они очень тонкие. And Krishna, he is known as the most subtle. А Кришна известен как самый тонкий. Just like we are, the soul is also subtle. Как и душа, она тоже очень тонкая. We can't see the soul. Мы не можем видеть душу. But Krishna is the most subtle. Но Кришна, он самый тонкий. He's everywhere, but we can't see him. Он находится повсюду, но увидеть его мы не можем. So, in the purport, Prabhupada also makes many, many nice points. He speaks about how Queen Kunti is bewildered about how Krishna, he's everywhere, he's within everything, and he's also outside of everything. И в комментарии Шрила Прабхупада делает несколько интересных утверждений о том, как царица Кунти, она поражена, как это Кришна находится вне всего и в то же время во всем. He's both within and without all living entities. Он находится как внутри, так и вне всех живых существ. So Prabhupada goes on to say that this is a puzzle for the common man. И Прабхупада говорит, что для обычных людей это великая загадка. Because you know this amazing pastime of Ashvatthama, he was trying to kill all the Pandavas. Знаете, это игра, когда Ашватхама, он хотел убить всех пандавов. But he was a very bad kshatriya. Но кшатрии хорошего он не был. He tried to kill all the Pandavas in their sleep. Он попытался убить всех пандавов в то время, когда они спали. And he did actually kill the sons of the Pandavas.
И ему удалось убить сыновей Пандавов. He cut off the heads of all the sons of the 5 Pandavas. Он отрубил головы всех 5 сыновей Пандавов. And he took the heads to Duryodhana, И он отнес эти головы к Дурьодане. who was wounded. Duryodhana was wounded. He was laying on the battlefield wounded. Да, лежал на поле битвы раненый. After Bhima had defeated him. После того, как Бима победил его. So he said to Duryodhana, I have killed all the Pandavas. I have their heads here. Ашватама сказал Дурьодхана, я убил 5 сыновей Пандавов, вот их головы. So he was very happy. He said, give me their heads. И Дурьодхана был очень счастлив, он сказал, дай мне их голову. And he tried to crush that one head. He tried to crush. И он пытался в руке сжать, раздавить эту голову одну. And he crushed it very easily. И очень легко раздавил ее. He said this was not a Pandava. И он сказал, это был не Пандав. The head of the Pandava would not crush so easily. Голова Пандава так легко бы не раздавилась. You've killed the sons of the Ты Pandavas. убил сыновей Пандавов. And he felt very bad actually. И он очень недоволен был. Because they were Kurus. Потому что они были Куру. They were the last of the Kurus. Они были последними Куру. But there was one left. Но один остался. And that was the Kuru that was in the womb of Uttara. Тот Куру, который был в чреве Утары. So this Ashwatthama was such a heinous rascal that he threw the Brahmastra to kill the last of the Kurus, which was Parikshit Maharaj in the womb of Uttara. И этот Ашватхама таким был нечестивцем, что он запустил брахмастру в ребенка, который находился в чреве Утары. So this Brahmastra was such a powerful weapon that it would only kill that person whom it went after. It would not kill anyone else. А брахмастра – это такое могущественное оружие, которое способно убить только того человека, на которого она нацелена. So Uttara prayed to Krishna, please Krishna, this weapon is coming towards me. I don't care about my own body, but please protect my child. И Уттара начала молиться: «О Кришна, мне нет дела, я не волнуюсь за свое тело, но защити ребенка, который находится в моем чреве». A little different than the mentality of the present women in society. Немножко отличается от умонастроения современных женщин. 20 million women a year are having their children killed in their womb. 20 миллионов женщин убивает своих детей в чреве. But she says, I don't care if I die, but let my child live, please. А Уттара сказала: я не боюсь умереть, но пусть мой ребенок останется жив. So then Krishna appeared in the womb of Uttara Тогда Кришна появился в чреве Уттары and protected Parikshit Maharaj. и защитил Парикшита Махараджа. So this is Krishna. He protects his devotee. Таков Кришна, он защищает своих преданных. So here in the purport also, Prabhupada mentions that Chandra and Surya are also their Ishvaras. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что Чандра или Сурья, они также считаются ишварами. And we are also Ishvaras. И мы тоже ишвары. Just like I can move this microphone from there to Как я, there. например, могу повернуть этот микрофон туда-сюда. And we can drive our cars. Или мы можем управлять своими машинами. We could have a clean room or a dirty room. Комнату нашу можем содержать в порядке или грязной. So we can control a little bit. Мы немножечко можем контролировать что-то. Even the little ant, if he sees a little grain of sugar, then the ant comes and he picks up the sugar and he brings it back to the ant farm. Даже маленький муравьишка, когда он видит маленькую песчинку сахара, он может взять ее и отнести к себе в свою комнату. So Prabhupada, he said one time, actually we're all God. Прабхупада однажды сказал, что на самом деле мы все боги, But we're little но gods. мы маленькие боги.
we can control a little bit. Мы немножечко можем контролировать. Krishna, he's the big God. А Кришна, он большой Бог. And therefore, the Supreme Personality of Godhead. И поэтому он верховная личность. He's the head God. Он глава всех богов. So, and the more we try to please Krishna, the more we understand actually we're servants. И чем больше мы будем пытаться удовлетворить Кришну, тем мы будем больше понимать, что в действительности мы являемся его слугами. Just like the pure devotee, he's also God. He's a servitor of Godhead. Как чистый преданный, он также является Богом, он слуга Бога. And therefore it's even described that one worships the pure devotee on the same level as God. Он Бог-слуга, можно сказать, и поэтому говорят, что мы поклоняемся чистому преданному так же, как мы бы поклонялись Богу, на том же уровне. Because he's connected to God. Потому что он связан с Богом. And we can all be connected to God. И все мы можем тоже быть связаны с Богом. Actually, it's unnatural for us to not be connected to God. И для нас это даже неестественно не быть связанными с Богом. Prabhupada was given a lecture one time and he said, actually, the soul is embarrassed to be in the material body. Прабхупада однажды давал лекцию и сказал, что душе ей стыдно находиться в материальном теле. Because what is the nature of the soul? Потому что какова же природа души? Eternality, knowledge, and bliss. Вечность, знание и блаженство. But we're in this body, Но мы в этом теле, which is temporary. которое временно, So much ignorance такое невежество and so much unhappiness. и столько несчастья. So it's very embarrassing. И это очень-очень стыдно. And therefore, some people, they feel so embarrassed Поэтому некоторые люди, они действительно испытывают это чувство стыда, that they kill their body. что они убили это тело, чувство вины. Hundreds of thousands of people every year, they kill themselves. Сотни тысяч людей ежегодно убивают сами себя. In America, which is supposed to be the land of opportunity, the land of the free, В Америке, которая считается страной всех возможностей, страной свободы, 40,000 people every year kill themselves. 40 тысяч человек каждый год убивают сами себя. So, it's not a nice place, the material world. Это материальный мир не очень хорошее место. I recently got a letter from one Sankirtan devotee. Недавно я получил письмо от одного преданного Санкиртаны. He had distributed the book to one lady, Он распространил книгу одной женщине, and she was a nice lady. хорошая женщина. So he left his phone number in the book. He put his phone number in the book. И он написал ей свой телефон в книге. So about 8 months later, he got a call from her, И примерно месяцев через 8 она позвонила ему, and she was desperate. и она была в отчаянии. She said, "I want to kill myself." И сказала, я хочу убить себя. And he said he started shaking. My God, this woman wants to kill herself. He said, "Well, what's wrong? What's wrong?" И он задрожал, о, эта женщина, она хочет убить себя, что случилось, что случилось? She said, "My husband is always beating me. Она сказала, мой муж все время бьет меня. And sometimes when he gets drunk with his friends, he tries to take my clothes off in front of them. И иногда, когда он напивается, он хочет перед своими друзьями раздеть меня. So she said, "I want to kill myself." И она сказала, хочу убить себя. And he said, "Well, don't do that. Don't do that." Он сказал, не делай этого, не делай этого. So he taught her the Hare Krishna mantra. И он научил ее повторять Харе Кришна мантру. Just chant this Hare Krishna mantra and Krishna will protect you. Просто повторяй эту Харе Кришна Махамантру, и Кришна защитит тебя. And read the Bhagavad Gita. И читай Бхагавад-гиту. So he spoke to her for about an hour, И примерно час он так разговаривал с ней, trying to help her. пытаясь ей помочь. And the next day, the president of the temple, and this is in Fiji, in the Pacific Islands, the next day the president was going to go to this city, so he arranged that the president also speak to her. И это было на Фиджи,
остров в Тихом океане. И президент храма, в котором служил этот преданный, отправлялся туда на следующий день, и он попросил его, чтобы он поговорил с этой женщиной. So he spent the day with her, preaching to her. И президент этот начал проповедовать женщине. And now she's a nice devotee, И сейчас она стала очень хорошей преданной. chanting 16 rounds a day. Повторяет каждый день 16 And now her husband is not bothering her anymore. И больше ее муж не причиняет ей беспокойства. So there's another example of Prabhupada's books saving a life. Это еще один пример того, как книги Шрилы Прабхупады спасают жизнь. So many examples of people's lives being saved from Prabhupada's books. Столько разных примеров есть тому, как книги Шрилы Прабхупады спасли чью-то жизнь. So maybe I'll stop there. Any questions or comments? На этом остановимся. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Yes. Если душа по своей природе исполнена любви, знаний и вечности. И вчера мы говорили, что Рупа Госвами в книжке «Нектар наставлений» он дает нам только маленькую частичку того океана любви, который представляет из себя преданное служение Господу. И как же в духовном мире, служа Господу, то есть испытывая это блаженство, то есть как мы пали сюда, при том обладая всем знанием, как мы пали сюда, как вообще это произошло? Prabhu is saying that by nature the soul is full of bliss, knowledge and tonality. And yesterday we were speaking from Nectar of Instructions. Rupa Goswami is explaining that it is just a small drop of the what we have experienced here. It's just a small drop of the bliss of devotional service in the spiritual world. So Prabhu is wondering how then we could fall down here to the material world. Oh, good question. Yes, Prabhupada said that it's inconceivable Прабхупада сказал, что это непостижимо, how we can leave the spiritual world. как мы могли оставить духовный мир. But he did say it's causeless envy. Он сказал, что это беспричинная зависть. Because in the spiritual world, Krishna, he is the center. Потому что в духовном мире Кришна является центром. And everything is centered around Krishna. И все вокруг него. So at one point we thought, I would like to try it to the center. И в какой-то момент мы подумали, я хочу быть в центре всего. But the problem is there's only one center. There's only one center. Но, к сожалению, существует только один центр. That's Krishna. Это Кришна. So as soon as we thought that, then we left. Therefore it's called blooping. И как только мы подумали так, мы тут же и упали. Это называется на английском языке blooping. Я не знаю русского, если... But Prabhupada said, don't be so concerned about, how we left. Но Прабхупада говорил, не заботьтесь слишком о том, как мы упали. It's like some people say we came from the Brahma Jyoti, we came from Vaikuntha or Goloka Vrindavan. Некоторые люди говорят, мы пришли из Брахмаджьоти, из Галоки, Вриндаван, из Вайкунтхи. Better just be concerned on how to go back. Лучше позаботьтесь о том, как вернуться. Just like if you're in a fire. Как если пожар, например. If you're in a house and the house is on fire, Если вы находитесь в доме, который сгорелся, you don't start trying to figure out, I wonder how the fire started. вы не начинаете думать, почему начался пожар. And you're going around the house, I wonder how it started. И начинаете просто ходить по дому, везде смотреть, с чего же это началось. No. Нет. You get out of the house. Мы быстрее убираемся из этого горящего дома. So this material world, it's a blazing fire of material existence. И этот материальный мир – это пылающий пожар материального существования. So don't be so concerned about, how we got here. Just get out of here. Поэтому не слишком глубоко задумывайтесь над тем, как мы попали сюда. Лучше попытайтесь отсюда выбраться.
Yes, Prabhu. Like, there's a particular case about a lady and emergency situation she was in. Like, can we really, like, hope that just by preaching we can resolve it? Because it sounded like a real crazy case. So, I mean, at which degree should we approach the police or something else? And like if you meet with a person, otherwise someone may say like, person had a problem and we just all chant Hare Krishna and then nothing got resolved and whatever person got killed. Translate. You understand? Yeah, Or yeah, you did? Why don't you just? Скажем, пример того, что мы можем встретиться с такими экстремальными ситуациями, как этот пример был, что эта женщина, то есть в какой мере мы можем просто проповедовать, воспевается Харе Кришна, не нужно там, не знаю, обращаться в полицию или что-то такое, то есть такие экстремальные ситуации. В какой мере мы можем брать на себя ответственность за такие случаи, когда человек попадает в очень такую трагическую ситуацию. Yeah, well, this lady actually she was a Hindu. Эта женщина была индусской. So I think she had some faith in Krishna. У нее похоже, что была уже какая-то вера в Кришну. Although she wasn't chanting, and she was a meat eater also. Хотя она в то время не повторяла святых имен и даже кушала мясо. But still, she had some faith in this devotee and Bhagavad Gita. So maybe she did call the police. I don't know the details. Но все же у нее была некоторая вера в этого преданного, в то, что он говорил. Может быть, даже она вызывала полицию. Я не знаю всех деталей. But yeah, this is not our portfolio of helping people in dangerous situations like that. What means Portfolio? Программа, программа там. It's not one of our services. It's saving people from committing suicide. Конечно, это не является одной из наших таких организованных программ по спасению людей от самоубийства. But there are many examples of people who were saved by devotees and by Prabhupada's books. Но мы знаем очень много примеров того, как люди были спасены преданными его книгами или книгами Шрила Прабхупады. But I'm sure there's so many programs around the world that 911 and call up. There's this emergency suicide phone services. Но в мире существуют также такие мирские службы, как телефон 111, 911 и другие такие анонимные, может быть, службы, куда можно позвонить в случае, когда очень тяжело и человек хочет совершить самоубийство. Есть такие организованные службы. And they're professionals, so I'm sure they do much better than us. Они профессионалы, я уверен, что они даже, может быть, лучше нас могут проповедовать. But we have done some service in this area. Но мы также в этой области совершаем иногда служение. Yes. I have this question for, how shall I ask it? I hope it doesn't sound as an approach, I don't mean it as a critical question, I meant it more. So when I talk to people, I have this unresolved thing, and when I ask some preachers, they usually also either they avoid this question or they get upset when I ask this question. So I still haven't got, because on one hand as a devotee for my question, I'm okay with it, I can balance it in my mind, but it's difficult to answer people. So on one hand, devotees are, usually preachers, are very strong. There are liberal people, there are liberal householders, but as preachers, usually they are very strong on issues like abortion or basically about abortion. It's either black or white. But when you actually talk to people, especially when you talk to medical people, like educated in those areas, as they assume they're educated from bodily point of view, they come
up with many arguments. The first argument would be that devotees, when they preach so strongly on an issue of abortion, then it's mostly from book, like as a philosophy. If you do this, bad things will happen, you go to hell, that's it. But when you look at the Kali Yuga society nowadays, there are many questions coming up. Like question number 1 is coming up. Devotees would have to be very consistent on it, because if they don't do abortions or if they don't use modern medicine, so there is a whole big thing coming up about stem cells. Where do they get stem cells? From embryos. That's about the only thing called stem cells. So most of treatment, it is possible that most of modern treatment, like in 10 years, it's going to be connected with stem cells. So if some big devotee in ISKCON gets really sick, and devotees have to make a choice for the devotee to get treatment or to die, it's very likely that they will still choose to get treatment. When devotees get sick, most of devotees still use medicine. Most of that medicine is still tested on those, let's say, animals. And then we happen to ignore that issue, but in preaching we are very strong, no animal testing, no abortions. But there is another issue with abortion. Nowadays, most of women after 35, they get tested for all kinds of genetic disorders. So if they find a genetic disorder, they terminate pregnancy. That's about the rule of the government. If you don't do it, you break the law. More or less you are told you have to do it. It's not like you have a choice. Let's say some women... Genetic mutation like disorder for embryo, and if it's there, then you have to terminate pregnancy. So let's assume some women wouldn't terminate it. They would still, let's say some devotee... If they don't terminate it, what can happen? I don't know all the details, but usually doctors are very persistent on it that, let's say they don't terminate it. Let's say a baby is born, and I have seen those babies which are born. They're born deformed or something. No, let's say they're born really dysfunctional, like really. I'm not talking about like Down syndrome, I'm talking about really dysfunctional children. So one could say, as a devotee, one could say, okay, this is, from devotional point of view, killing is bad. It's like really bad. So, and it's, after all, it's a karma of parents and it's a karma of child, let them be born. But in reality, not that those parents actually take care of the child. They just put it in some institution. So how exactly, they don't really suffer through the karma. Government suffers, or somebody else suffers. Of course, the child suffers through that life. You could say, okay, the child got the karma, working that karma. So how do you, because this is really inconsistency, and I find it hard when I talk to people. It is not that simple. If devotees want to be so strong on those points as preachers, then they have to stop using basically any modern medicine, especially in the future, when most of it will be coming from stem cells, no animal testing. So we are very strong on those issues, but how do you... Well, are you specifically, it seems like you're specifically saying about this, the woman having an operation so that she can't have a child, right? Yes, because the thing is that nowadays, I realized it recently when I talk to some medical people, they are so positive about these stem cells. Like I talked to my dentist, and he's just so... And I asked the dentist, I asked him straight out, how do you think they will get those stem cells? And he said, only from embryos. And I said, how is that? He said, only from abortions. And then I realized, if up till this day, at least you could tell the people killing is bad, then now killing will be completely justified, because it's good to kill babies, because there will be more stem cells. So how do you... Well, everybody understand? Can you tell it shortly? Так, вот если так очень коротко, как проповедники очень часто мы очень сильно выражаемся насчет аборта, мы можем сказать, убивать это очень плохо, потому что эта карма будет плохая для матери, для ребенка. Но когда говорить с людьми в этой области, тогда они поднимают вопрос. Вопрос один они поднимают в том, что в основном люди будущие будут использовать лечение только от становой техники. И сколько я говорю с докторами, единственный путь, как их достать будет, это будет от убитых детей, от эмбриев. То есть, начиная с сегодняшнего дня, это полностью хорошо убивать детей, потому что откуда же они достанут эти клетки? Это один вопрос.
вообще должны перестать пользоваться лечением, а с другой стороны, мы же все-таки бывает, что мы пользуемся те же лекарства, в основном они все на животных все-таки, а в то же самое время мы всегда говорим, что это все плохо. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса это насчет детей, которые мы знаем уже, мы можем тестом посмотреть, что они будут совсем больны, когда они родятся. Вопрос, стоит ли их рожать, потому что с точки зрения кармы, родители они все равно не будут о нем заботиться, они отправят его в какой-то институт, ну, где, ну, какой-то дом, где... Okay, sorry for long talk. No, it's okay. It's something that should be. Nothing shorter. It's something that should be discussed. Srila Prabhupada has said that as far as meeting, and meeting is something that we're just like completely. I mean, it's just something that is horrible to us to even think of. But if we were in a situation where all we can do is eat meat, then we would eat meat. Шрила Прабхупада говорил, что для преданного мясоедение это совершенно отвратительно, но если вдруг преданный попадает в ситуацию, где ему совершенно нечего кушать, кроме мяса, то он может есть мясо. For instance, when Prabhupada sent one of his disciples to Russia, this devotee said, "But Prabhupada, there's nothing to eat there. All they eat there is meat." К примеру, когда Шрила Прабхупада посылал своих преданных проповедовать в Россию, преданные сказали: "О, Прабхупада, но там совершенно нечего кушать, кроме мяса." Prabhupada said, "Eat meat and preach." И Прабхупада сказал: "Ешьте мясо, но проповедуйте." Like, whoa. Devotee was shocked. Преданные в шоке были. But of course, he never had to eat meat. Конечно, ему никогда не пришлось кушать. There wasn't much to eat there at that time. В то время, конечно, особенно нечего было кушать. Or if someone's, let's say, in the northern part of near the Arctic Circle or something, and there's nothing to eat but fish, we wouldn't consider it sinful. Или где-нибудь в северных районах в Арктике, там нечего кушать, кроме рыбы, мы бы посчитали, что это греховно. So in this circumstance also, I don't think that we would take a hard stand. И в этом случае тоже мы не стали бы уже это принимать как такой очень строгий принцип. If there's no other way to avoid the problem, then I think we would be liberal to it. И если нет другого способа избежать этой проблемы, мы, наверное, как-то отнеслись к этому более терпимо. Of course, most women don't want to have children after 35. Многие женщины, конечно, не хотят уже после 35 лет заводить детей. Although it does happen. Although, I guess it does happen. Хотя происходит. Is that okay? Okay, oh my God, it's 10 minutes after 9. This is not good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.